Спроси меня, с какого я района? Манучек, а с какого района? Ты с какой целью интересуешься? Нужно, ребята, уметь бить. Ты кто такой есть по жизни, С вами рубрика «Ответы на вопросы». Окей, спокойно. Ты не слишком мне много вопросов задаешь? Не, ну как отвечать на вопрос? Ты кто есть по жизни сам? Ты с какого района? Что вы имеете в виду под районом? Че ты жмешься так? Че ты так? А тебя ебет, блядь. Один раз ко мне после тренировочки, когда я иду домой, пристал некий прохожий там. Вот в вашем разговоре это главное, умение ударить. Чая, папиросы, ответы на вопросы. Ну чё, короче, здорово, братва. С вами рубрика «Ответы на вопросы». И, короче, Макс Шрамков и Макс Степанов, если конкретно. Слышь, ты там не рычи. Вот, нормально, короче, записываем все, разговоры у нас такие серьезные сейчас. А вопрос такой. Вопрос такой. Как отвечать на вопрос? Ты кто есть по жизни сам? Ты вот кто есть по жизни? Да ну. А что ты, ну, а ты с какого района, слышишь? Такого. Ну вот, короче. Что-то я устал. Да. Вернемся к образу, да, и подобию. Смотрите, если к вам подходит некий человек, вы сразу считываете, кто это, то есть его социальный статус, его поведение, его одежда, его манеры должны говорить вам, ну, в принципе, что он себя представляет. Если к вам подходит с таким вопросом, а ты кто есть по жизни, то нужно сразу понимать, что вам хотят дать пизды. Понимаете? Поэтому не надо с ним разговаривать вежливо, не надо с ним добиваться какого-то миролюбия, дружбы. Вот понимаешь, да? Это все, это путь, который ведет в тупик. Ребята, если к вам подходит с таким вопросом, он не желает вам добра. Понимаете? Ты кто такой есть по жизни, Или, какой там, ты с какого района? Я рекомендую отвечать, вот раньше я говорю более мягко, там, так, ну, жизнь такая, и как бы практика показывает сейчас, что и мир становится агрессивнее и злобнее. И в принципе, зачем это все вот так вот мутить туда-сюда, да? Надо сразу говорить на вопрос, какого района, а тебя ебет, блядь. Вот прям вот так сказал, а тебя ебет, блядь, с какого района, нахуй. Вот так. То есть тут может возникнуть встречный вопрос. Ну это же типа агрессия, это же типа вызов на драку. А вы думаете, он вам зачем подошел-то вообще, блядь? Он и захотел к вам подойти и ебальник вам набить. Просто он этим вопросом вас немножечко как-то щупает и смотрит вашу реакцию. Готовы вы ему ответить бубен или не готовы? Вот, если вы такие, ну, как это, а что вы имеете в виду, какой район, под районом, а что вы имеете в виду под районом? Че ты жмешься так? Че ты так? Вот, и начинается следующий вопрос. Да, помните о том, что кто задает вопросы, тот и контролирует ситуацию и управляет ей. То есть он сразу залазит вам в голову и задает вам вопросы и заставляет вас думать, а с какого я района? А кто есть по жизни? Это философский вопрос. Вы знаете, по жизни, интересно. А вот эту всю хуйню не надо думать вообще. Вы с ним не общаетесь на какой-то научной конференции, блин, или не встретитесь в кругу друзей и говорите там, я не знаю, за искусство, за политику, за кино. Ни хрена подобного. Вы должны сразу понимать, что такие типажи, которые вам подходят, это чел, который хочет вас унизить, обидеть и сделать вас обиженным. Вот. Поэтому не надо, ребята, дрейфить, а сразу врубайте, короче, готовьте свою правую, становитесь к нему левым боком, говорите, ты что хотел вообще, блядь? Хороший вопрос раньше был. Спроси меня, с какого я района? Манучек, а с какого района? Ты с какой целью интересуешься? Окей, спокойно. Ты не слишком мне много вопросов задаешь? Не, ну просто обознался. Не, мне кажется, что-то менты Да много. не. Что, ты оттуда, что ли? Все, ладно. Вот. На самом деле, вот по этим понятиям, как, ну, раньше, я не знаю, как сейчас. Пацаны раньше, я не знаю. Но раньше было так. Тот, кто спрашивает много, в принципе, подозрительность человека. Вот, с точки зрения братвы, с точки зрения пацанов. Кто тут много вопросов. Что-то здесь вот нечисто. И вы можете на это так вот с легонца так чуть-чуть как бы потроллить его на эту тему, понимаете? А с какой целью ты интересуешься? Вот, как бы, зачем ты это спрашиваешь? Вот. Можно пожестче. Типа, тебе ебет? Или, а тебе не похуй? Да, конечно, это вызов. Конечно, это агрессия. Но я вас уверяю, когда вы скажете ему так встречным вопросом на вопрос, то есть не будете копаться там и думать, то, скорее всего, он от вас ответит. Вот что-то мне подсказывает по моему личному опыту. Кстати, историю вспомнил, да, вот по личному опыту. Вот одна история. Один раз ко мне после тренировочки, когда я иду домой, пристал некий прохожий, там, сзади идущий, так вот, немножко так раскачиваясь. Он говорит, слышь, мужик, вот так. Я, как нормальный интеллигентный человек,
продолжаю идти молча, потому что я не... Меня так не зовут. И, это не я, это не ко мне. Я продолжаю идти. Он меня что-то там догоняет, говорит, ты слышь, там курить есть, слышь. Очень грубо как бы вот это кричит, мне это все начинает не нравиться. Я к нему начинаю поворачивать, говорю, он типа там молодой человек, я не курю, и у меня нету времени с вами разговаривать. Как-то вот так очень вежливо. Вот. И он меня провожает вот так вот до самого подъезда, я уже в дом. А когда дома уже включается инстинкт жилища, да, норка, там, пещерка, там, туда-сюда. Ну, территориальный инстинкт, да, уже отдых. И тут я уже начинаю понимать, что он вежливо вообще ни хера не понимает. Тогда я к нему разворачиваюсь, делаю такое злое лицо. Ты, блядь, охуел, что ли, блядь? Тупой, ебаный ты баран, блядь. Я сейчас ебну тебе по башке, нахуй оторвется, блядь. И он понял. И знаете, какая реакция? Блядь, так бы сразу и сказал. И тут же ушел. Вот. Поэтому я предлагаю вам сокращать такие разговоры до минимума и сразу переходить вот как бы к их языку, потому что они понимают только силу. Вот. Если он к вам подходит с каким-то нормальным вопросом, то отвечайте нормально. Если он к вам подходит, и вы сразу же видите, как он делает. Как он делает, какой дерзкий пацан, как он одет. Вот эти все манеры, они же, блядь, они же специально этот имидж, эту маску надевают. И по блатных они косят, скорее всего. Вот 90% случаев это, блин, просто шушеры. Они вообще к блатному миру ничего не имеют вообще. Поэтому с такими разговор короткий. Это просто бакланы. Посылайте их нахуй, да и все. Вот. А ты кто такой, блядь, ты вопросы мне задаешь. Ты чё, блядь, меня вообще спрашиваешь, блядь? Ты кто такой, чтобы меня спрашивать? Просто вопрос на вопрос отвечайте им. И, блин, дерзко на него смотреть. Прям злобно смотреть. Как-то так. Я даже эмоционально немножко стал заряжаться. Я, честно говоря, не люблю, блядь, шушеру, который ходит и, блядь, терпеть не могу. Я бы с удовольствием прям ответил, блядь. Но к нему больше не подходит. Ну, ко мне ничего не подходит уже. Из моего, как я лично реагирую, смотрите, когда ко мне подходят, я метра за 2-3 их уже вижу и поворачиваю так голову к ним и смотрю на них очень пристально. И они почему-то меня ничего не спрашивают и идут к другому прохожему. Как-то вот так получается. Мне даже разговаривать с ними не приходится и получается. А если даже и спрашиваю, подходит ближе, там, ну, может, так близко оказался, или там прозевал мои сигналы, там, подошел, там, да, не заметил что-то, то он уже немножко избавляет оборот. Я вижу, что он, может быть, сначала был такой на раскаче, он немножко так мягче становится. Это же видно сразу. Когда я на него пристально смотрю и как бы, ну, оцениваю его, оценивающе должен смотреть. Руки две, блин, ноги две, голова здесь, хорошо, ниже ростом или выше ростом, блядь, вот борода, блин, вот яйца. Все, я разговариваю с такой точки зрения. Если со мной разговаривает баклан, ну, подобного типа, да? Вот так. То есть своим поведением я заставляю вести его более вежливо. Тогда он более вежливо выражается. Я могу сказать, а что ты со мной разговариваешь? Вообще интеллигентно, да, по-моему? Что ты себе позволяешь? Ты что таким голосом разговариваешь? А сам заряжен на применение защитной агрессии. Они, сука, это что-то. Вот такие мои вам советы, дорогие друзья. А на то, что там, с какого района, тут есть по жизни, не ведись на всю эту фигню, это все из области мифологии, это субкультура криминальная, там, тырым-парым, которая уже лет как 15-20 уже сдохла. Я имею в виду, если непманские понятия, законы, там, воры, туда-сюда, авторитеты, не люди хуй на блюде. Короче, все это, эта тема уже тухла. Я не знаю, это просто остались люди какие-то романтики, да? Их очень мало, я понял. А это все просто шушера и, блин, недобитые сволочи. Но они портят нам жизнь реально, это же, блин, кровопийцы, паразиты, блин. Вам не хватает паразитов, они людей нормальных пугают, они не дают им жить, понимаете? Человеку, допустим, нужно сходить из дома в магазин, там, за хлебом вечером, а эти, блин, там сидят на корточках, там, песни свои орут, там, и так далее, ведут себя развязно. Задираются, там пристают. Вот. Поэтому нужно, ребята, уметь бить. Вот в вашем разговоре это главное умение ударить. В разговоре умение ударить. И тогда вы просто можете говорить, ну как бы вы наготове. Как ты это сказал-то мафиозу? Ну там серьезный пацан. Аль Капоне. Что говорит, хорошо, когда у вас слово, да, там что-то. Но когда у вас слово и револьвер, там, грубо говоря, да, это, блин, такое слово, оно круче. Вот. То же самое здесь. Нет револьвера, есть кулак, блин, который точно в бороду летит. Все, пацаны и девчонки. Всем пока. Йоу, кому? Подпишись на наш канал. Подпишись уже.
Поставь лайк, поделись с друзьями, напиши комментарий, задай нам вопрос. А мы в натуре ответим на этот вопрос. В натуре ответим. Все, всем чао, пока-пока. Чай, папиросы, ответы на вопросы. Только на этот вопрос надо вот так. Ну что, короче, да?